Итак, добрый день. Спустя полгода примерно работы продолжаются. Весна, солнышко вышло, вроде настроение появилось. Стоим еще перед гаражом, долго ли еще, не знаю. Поэтому надо делать дальше. Так, а что у нас произошло за все это время? Что изменилось? Да, в общем-то, ничего, немного. Я не помню, уже про электрику там рассказывал. Электрику я делал, провода протаскивал. Это тоже очень много времени занимает. И я там не снимал, честно говоря. Не было никаких возможностей. Ну, возможности как? Что там снимать? Провода тянешь и тянешь. Вот. За это время у нас что? Поставил я сиденье назад. Что мне надо было машину завести. Вот теперь у Иринки свое индивидуальное. Тоже сидушка-попрыгушка. Вот. Машину завел. Вот одно единственное, забыл подключить вот этот вот штекер на подушке безопасности. И у меня выскочили, естественно, эти ошибки на подушке. Главное, что и правую, и левую. Ну, в общем-то, видимо. Хотя я не думаю, что их бы не было, если бы я даже и не забыл подключить. Потому что было двойное сиденье, сейчас одинарное. 100% он бы выдал ошибки. Ну, это ничего, это все дело исправимо, это мы все сделаем. И самое главное, что у меня техосмотр закончился уже в декабре прошлого года. Вот, сейчас у нас апрель, конец апреля. Блин, мне надо сделать техосмотр. Вот одно единственное, я не знаю. Ну, короче, надо машину собрать так, чтобы я мог съездить сделать техосмотр. Я не знаю, будут ли там проблемы из-за того, что она полуразобранная. Посмотрим, как будет. Ну, так, в общем-то, все функционирует, все нормально. Я, честно говоря, переживал по электрике, что он мне еще больше ошибок выносит. Ну, нет. Вот. Здесь я тоже пневму сделал. Эти пока висят, это на освещение. Кнопочки. Вот такая вот у нас история. Ну все. Пойду готовить. Будем вставлять окна. Вот рамочки я уже приготовил. Тоже где-то часа 3, наверное, занимался этой историей. Тут такое дело, их вообще надо было еще фрезеровать, выбирать. Сейчас вот покажу. Вот так вот надо было делать. Там Мерсон весь такой, что все индивидуально. Вот. Все, рамки готовы. Пойду вставлять. Тут в гараже, как обычно, творческий беспорядок. Вот. Так, заходим в автомобиль. Вот эти вот задние окна эти. Где здесь все вот. Для этого всего надо было делать выборки, чтобы легло плотненько. Так. Вот все приготовил. Обезжирил уже. Так, на рамочку мы наносим клей.
Ставлю 1 сегодня. Посмотрю. Наверное, получится. Так, рамка готова. Пойду посажу ее. Так, получилось. На окно наносим герметик. Так. Ну все, побежал окно вставлять. Итак, первое окно вставил. Делал 1, я скажу так, сзади это вообще катастрофа. Ну ничего, получилось, помучился, бегал туда-сюда. Сейчас покажу. Первая торчит. Это пока я так поставил, еще пока без клея, без ничего. Ой, мерил, в общем, всяко разное. Ничего, получилось 99,9%, блин. Хотим 100. Потом сбегал еще фабричный, померил, как там вставлено окно. Ребята. Ну да. Ну и не видно, что криво, скажем так. Короче, функцию свою делает, нормалек. А мы хотим, блин, какие-то 100% сделать. Ё-моё. Но надо к этому стремиться. Все. Второе окно пошло. Итак, второе окно. Также клей, герметик. На первое что-то я герметика столько набубенил, что там выдавил целый клубок. Сейчас покажу. Вон сколько лишнего. Прямо это самое. Ну что-то переборщил я, честно говоря. Ну, хочется, чтобы его выдавило, чтобы видно было. Тогда уж будешь уверен, что будет герметично. Ну вот, что, погнали. Второе. Надеюсь, не буду столько долго мучиться. Ну, как будет, так будет. Поставить надо. Так, герметика постараюсь поменьше нанести. Ну, как получится. Итак, окна вставил. Даже ворота открыть смог. Машину сейчас прогнал. О. Готово. Там он ворота открыл. У меня сколько там? Сантиметра 3-4, может быть, расстояние. Больше нет. Так что шаг влево, шаг вправо. Уже не открываются. Сейчас внутри покажу. Вот так вот. Правда, вот та левая рамочка, это самое, у меня упала, поломалась. Но я ее опять склеил, поставил на место. Вот так вот. Так что движемся дальше. Tomorrow